В этом уроке мы займемся интеграцией фоновых задач в проект чистой архитектуры. В нашем случае это будет отдельный проект, построенный на Handfire с хранилищем задач в Redis. Итак, давайте начнем с конфигурации и установки необходимых библиотек. Для начала нам необходимо установить зависимость. В наш проект мы установим две библиотеки. Первая библиотека будет отвечать за работу с Handfire, а вторая библиотека будет реализовать хранение задач в Redis. Давайте проверим. Все отлично. И ключевой принцип тут таков, что нам очень легко будет подменить Handfire на другой планировщик, например, Quartz, без изменения бизнес-логики. Теперь, как и в каждом проекте, мы создадим статический класс для конфигурации. Итак, для начала мы подключаем Handfire. Так как в нашем проекте уже существует готовое подключение к Redis, мы не будем это дублировать и воспользуемся им здесь. Будем хранить задачи в Redis с префиксом Handfire. Теперь запустим специальный фоновый процесс, который будет проверять очередь и выполнять задачи. Теперь мы перейдем в проект Application и создадим контракт для фоновых задач. И использовать этот контракт мы будем как раз в проекте Application. Этот контракт будет отвечать за фоновую задачу по закрытию листингов. Мы примем ID листинга и время, через которое листинг должен быть закрыт. Теперь я напишу реализацию этого сервиса в нашем проекте фоновых задач. Он уже будет internal и будет наследоваться от нашего интерфейса. Также мы интегрируем необходимый интерфейс из библиотеки Handfire, с помощью которого мы будем ставить задачи в очередь. И пока что мы не будем писать имплементацию планировщика, мы напишем класс, который будет отвечать за выполнение этой задачи. Создам дополнительную директорию и создам здесь класс. Пока что закрою боковую панель, он будет internal, и у нас будет один единственный метод, который будет отвечать за выполнение задачи. Так как это отложенная задача, мы интегрируем репозиторий, интегрируем интерфейс iUnit-of-Work, получим листинг по ID из базы данных. Давайте я перейду в репозиторий для проверки. Здесь важно будет отметить, что в нашем методе поиска листинга по ID отключен трекинг. Это значительно ускоряет запрос поиска, но не дает нам возможности правильно редактировать листинг и сохранять его в базу данных. Так что для этого я напишу еще один метод. Мы также будем искать по ID, но с трекингом. И напишу реализацию его в нашем репозитории. Это исключительно для наглядности, чтобы вам была понятна разница. Итак, я могу закрыть репозиторий. Мы вызовем этот метод, передадим listing ID, передадим cancellation token. Если листинг был удален или не найден, мы прервем работу. И также, если листинг уже закрыт, мы также прервем работу. Если же листинг найден и он открыт, мы его закроем. У нас есть специальный метод, который мы написали ранее, который отвечает за закрытие листингов. И после этого мы сохраним значение в базе данных. Теперь мы напишем имплементацию планировщика. Мы поместим наш метод в очередь, напишем конфигурацию, отправим выполнение метода execute и передадим listing ID. Также мы передадим нашему планировщику задержку. Наш планировщик готов. Он будет служить для того, чтобы вызывать метод execute, когда придет время. Теперь в конфигурационном файле мы зарегистрируем сам класс с логикой закрытия листинга, и он будет scoped, потому что использует dbContext. И также зарегистрируем наш сервис. На этом, в принципе, все. Но мы упустили еще одну очень важную деталь. Мы перейдем в наш проект ASP.NET, проект API, установим связь. И в классе Program подключим проект фоновых задач. Здесь важно будет подчеркнуть, что подключение проекта фоновых задач должно идти после подключения проекта кэш-сервиса, потому что проект кэш-сервиса реализует подключение к Redis, в то время как Job-сервис будет только использовать это подключение. Также для режима разработки мы добавим специальный графический интерфейс, чтобы протестировать работу. Теперь я закрою все лишнее. Мы перейдем в проект Application, и я перейду в хендлер, который отвечает за создание листингов. Теперь я подключу наш сервис фоновых задач, и в самом конце, после создания листинга, мы вызовем планировщик. Я передам ID листинга и передам время, через которое листинг после создания должен быть закрыт. Это следует вынести в отдельный файл, чтобы легче управлять подобными значениями. И в целом такие сайд-эффекты хорошо было бы выполнять с помощью ивентов доменного уровня. Это не то чтобы единственный правильный подход, он скорее предназначен для по-настоящему больших проектов. Итак, давайте попробуем протестировать, что у нас получилось. Я запущу проект запустился. Мы видим в консоли, что сервер фоновых задач также запустился. Давайте я перейду в браузер и открою графический интерфейс нашей библиотеки. Также давайте я открою графический интерфейс, в котором мы проследим, как работает кэш. Получим все категории, возьмем ID и создадим листинг. Передам ID категории.
Поставим цену больше единицы и теперь отправим запрос. Мы видим, что листинг открыт. Видим в Redis, что у нас появился список категорий кэша, и также у нас появилась задача, в которой запланированный статус выполнения. Теперь открою графический интерфейс библиотеки для фоновых задач Handfire и дождусь выполнения задачи. Итак, мы видим, что фоновая задача была выполнена успешно. Перейдем в Redis и увидим, что в Redis статус этой задачи изменился на выполненный. Итак, я возьму ID нашего листинга, перейду в библиотеку Scholar и попробую получить листинг по ID. Итак, мы видим, что его статус изменился на «закрыт» и появилось время закрытия. Еще важно будет добавить, что временная остановка приложения никаким образом не отразится на фоновые задачи. Если бы мы фоновые задачи хранили в кэше самого приложения, то после остановки приложения и повторного запуска эти задачи с большой вероятностью бы пропали, в то время как с помощью Redis они остаются в кэше. И даже во время кратковременного отказа работы Redis они все равно сохраняются на жестком диске как статические файлы контейнера Redis. Дорогие друзья, на этом этапе я закончу наш плейлист и мини-проект. Я готовлю очень много интересных материалов, которые будут посвящены сложным концепциям чистой архитектуры, микросервисам, модульному монолиту и многим другим интересным моментам. Спасибо, что смотрите. До встречи в будущем.